Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале Уральская кудесница. Меня зовут Ната. Сегодня у меня очередной ролик, в котором я буду шить сумку. Эти сумки называются по-разному. Сумка-пуховичок, стеганая сумка, зимняя сумка. Но суть от этого не меняется. Это вот такие сумки на синтепоне. На таком вот толстеньком подкладе. У меня на канале есть уже такая сумка. Я ее делала перед Новым годом. Но эта сумка была у меня без молнии. Сейчас я, как и обещала ранее, буду шить сумку на молнии. Тот фасон сумки тоже, девчонки, был интересный, поэтому, если есть желание посмотреть, то внизу в инфобоксе я оставлю ссылку на этот ролик. Также ссылка будет в конце видео, и также ссылка будет вот здесь наверху экрана. Кому интересно, проходите, смотрите. Также в этом видео я не буду подробно останавливаться на некоторых моментах. И, конечно, очень много работы сделала за кадром, потому что уже есть подробный мастер-класс. Итак, начинаю. Для своей сумки заготовку я сделала сама. Это ткань Дюспо, которую я покупала в интернет-магазине под названием 1 метр ткани. Я ее простегала, сделала сэндвич, ткань, синтепон и вот такой подклад, чтобы лапка нигде не цеплялась. Сделала стежку, обычные полоски. Расстояние у меня между полосками 6 сантиметров. Если вдруг вы будете делать ту же самую стежку, обязательно обратите внимание, чтобы крайние ваши строчки находились на таком расстоянии, чтобы эта строчка уходила в шов, чтобы не ломать рисунок, когда сшиваются две детали. Для тех, кому интересно, я сразу скажу размеры. Ширина у меня 39 и высота 41. 39 на 41. Две вот таких у меня заготовочки. Это у меня самая обычная штора. Это у меня органза. Шторы уже БУ. Итак, две заготовки есть. Также у меня готовы две детали подклада. Эта ткань тоже приобретена в интернет-магазине 1 метр ткани. Это бязь красного цвета, вот с такими снежинками. Ну, зима, снежинки. Сделала я уже карманы. Вот такой один большой карман. Сразу говорю размеры для тех, кому интересно. Потом я уже впоследствии скажу, насколько размер этих карманов удобен в использовании. 28 на 17. Карманы я уплотнила флизелином и сделала здесь косую бейку, потому что ткань очень яркая, ляпистая, ну, чтобы карман отличался. Это одна половина подклада, вторая половина подклада. Здесь у меня карман меньше. Здесь он 20,5 на 12,5, разделен на две части, тоже уплотнен. Подклад для сумки у меня будет состоять из двух частей. Одна часть и, конечно, будет обтачка. Обтачка у меня шириной, ой, простите, высотой или шириной. Да, высота, ширина, какая разница? 6 сантиметров, но а длина ее полностью соответствует длине подклада. Итак, две половины подклада и две обтачки. Одна обтачка и вторая обтачка. Обтачку я тоже проклеила флизелином. Флизелин использую темный, но здесь не суть, тоже важно. А дальше с карманом чуть попозже. Посмотрите, я сделала ручки. В этот раз к ручкам я использовала вот такую стропу. Учитывая первый пошив сумки, там были ручки у меня полностью из ткани Дюспо. Девочки, они тянутся. Мне это не понравилось, поэтому я взяла стропу. Конечно, можно было стропу проложить вовнутрь и сделать ручку полностью из ткани. Можно также было сделать дутую ручку, но вот мне захотелось такие ручки, и лишний раз я решила сумку украсить вот такой красивой стропой. Смотрите, она немножечко выглядывает, буквально на 5 миллиметров, но вот мне так нравится. Длина моих ручек 75 сантиметров. Вот. Здесь тоже ничего сложного нет. Вырезала полоску ткани шириной 6 сантиметров, сложила и вот так вот ее пришила. Всего две строчки. Все. Затем карман. О кармане более подробно. Вот такой у меня карман. Его размер у меня 25,5 на 26,5. Он у меня тоже дутенький. И что хочу сказать, но это лично мое мнение. Так как сумка-пуховичок, лишние строчки делать здесь мне не хочется. Мне не нравится, когда идут лишние строчки, когда они идут перпендикулярно основному рисунку. И, честно говоря, мне кажется, они смотрятся не очень аккуратно. Поэтому, чтобы здесь не делать вот такой заворот, чтобы обтачка смотрелась красиво, посмотрите, как я здесь сделала. Сейчас вставлю кадры, как я делала этот карман, и будет все понятно. Но вот быстренько объясню. Я сначала сделала стропу, потом пришила обтачку, и уже к обтачке я пришила подклад. Так это все выглядит. И посмотрите, здесь у меня проложены строчки, чтобы все вот так вот держалось. И строчка у меня идет прям в строчку моей вот этой стежки. Из головы вылетела, простите. В общем, вот такой карман. Мне кажется, вот с ручкой это смотрится неплохо. И здесь не растягивается, потому что вот эта ткань с синтепоном, она тянется. Мне это не нравится. Здесь есть четкая форма. И также, ну не могу я никуда без бусинок. У меня есть вот такие клепочки. Вот такие остренькие. Я здесь сделала несколько клепочек насквозь. И они у меня там, вот посмотрите, внутри. Дальше, что еще хочу сказать. Посмотрите.
Я здесь низ зашивать не стала. И до конца прокладывать тоже строчку не стала. У меня здесь не дошито до конца с двух сторон по 2 сантиметра. Так мне это и нужно. Я сейчас покажу, как пришивать карман без нижней строчки. Итак, взяла одну из половинок сумки. Я сначала пришью карман, а потом буду уже собирать сумку. Нахожу место, куда я буду пришивать карман. От низа откладываю расстояние донышка. Донышко у меня будет 8 сантиметров. Ну, соответственно, я здесь где-то загну. Так, 8 сантиметров 2 раза по 4. Ну, я сантиметров... Так, ну вот 8 сантиметров. 8 сантиметров. И вот на таком расстоянии я буду пришивать свой карман. Смотрю, чтобы стежка у меня совпали полоски. И посмотрите, что я сделаю. Я сейчас вот так его отогну и пришью ровненько сначала вот эту половинку подклада. Ой, простите, кармана. Подклад я вот так загну и буду пришивать только лицевую часть. Сейчас наколю булавочками. Так делаются клапана на пиджаках. Ну, по крайней мере, раньше так делали. Сейчас не знаю, может быть, есть какой-то новый способ. Но мне вот этот способ нравится. Я прокладываю строчку. И посмотрите, я потом, когда карман отогну, он у меня будет пришит. И не будет вот здесь вот этой поперечной строчки, которая мне не нравится. Ну, соответственно, я потом это все вот так запакую. Сделаю потайной из швов. Все здесь будет аккуратно. Все будет закрыто. И мне потом останется проложить только боковые строчки, которые я тоже постараюсь попасть вот в эти строчки. Все покажу, все объясню. Но самое главное сейчас я вам объяснила. Продолжаю дальше. Для того, чтобы пришить молнию, мне необходимо было выкроить 4 дополнительных детали. Это вот такие прямоугольники. Высота у меня 7 сантиметров и длина, сейчас скажу, 35 сантиметров. Но это с припусками на шов. Я их проклеила флизелином, чтобы они были поплотнее. И посмотрите, что я уже подготовила. Молния у меня длинная. Для такой сумки мне нужна длинная молния. Молнию я уже приметала, чтобы вам показать. И вот таким образом это будет все выглядеть. 2 детали с этой стороны и 2 детали будут с другой стороны. Ну, то есть вот так. Вот так будет выглядеть молния. Я сразу же заутюжила по 1,5 сантиметра с краю и буду прокладывать строчку. Сначала, конечно, молнию втычаю, а потом буду вот так вот прокладывать строчку. Вот таким образом будет выглядеть моя молния. И здесь существует такое правило, как найти размер именно вот таких деталей. Девочки, длина этой детали в готовом виде должна полностью соответствовать длине вашего донышка. Ширина может быть любая, но, конечно, тоже не шире вашего донышка сумки. Уже может быть шире, это будет некрасиво. А вот длина должна соответствовать длине вашего донышка. Может быть, чуть-чуть поменьше. Но по ходу работы я все объясню. Итак, карман мой полностью готов. Посмотрите, как он выглядит. Вот так выглядит все изнутри. Сейчас мне надо будет соединить 3 детали. Это молнию,
одну половинку подклада и обтачку. Нахожу везде середину. Можете при помощи линеечки, кому как удобно. Вот, мне быстро так удобно. Две середины есть, да, и беру одну из молний. Так, смотрим, чтобы не перепутать, какой стороной пришивать, чтобы не перепутать верх с низом. Я все время проверяю, потому что у меня такое бывает, что иногда я путаю. Итак, ну правильно. Лучше 100 раз отмерить, чем потом распарывать, тем более ткань, на которой остаются дырочки после иглы. Вот таким образом. И обтачка. И вот таким образом. И теперь все эти детали мне надо будет соединить между собой. Прокладываю строчку на одной половинке подклада. И то же самое вот так сделаю с другой половинкой. На этом у меня работа с подкладом пока полностью закончится. Девочки, я возьму половинку сумки, выровняю ручки, сделаю их одинаковой длины, хотя в принципе у меня одинаковой длины они. Найду то место на половинке сумки, куда их пришить, и сразу же их здесь пришью. Строп у меня будет вовнутрь, а значит у меня будет пришито вот так. Ну, у меня здесь рисунок, мне по рисунку ориентироваться очень удобно. Я просто их пришью. Здесь несколькими пройдусь строчками с одной половинкой. То же самое сделаю с другой половинкой и покажу вам работу дальнейшую. Моя на месте, пришила крепкими швами. Еще хочу сказать, это для новичков, кто не знает, как определить длину ручки. Очень просто. Вы сначала ручку прикрепляете на булавочку, берете в руки заготовку, встаете перед зеркалом и смотрите на себя в полный рост. Если достает до пола, то, соответственно, ручку надо обязательно укоротить. Но еще такой момент. Обязательно примеряйте вот эту заготовочку на плечо. То есть делайте ручку на плечо. И учитывайте, что эта сумка зимняя. Соответственно, ваша зимняя одежда, она имеет большой объем. И чтобы не было такого, что вроде как бы дома вы в домашней одежде, ручка хорошо заходит на плечо, но когда вы выйдете на улицу, вы не сможете этого сделать, потому что у вас там, допустим, шуба из енота сильно такая объемная, и это сделать будет крайне сложно. Но если вам это необходимо, тогда вам надо будет укоротить заготовку, то есть сделать сумку поменьше. Ну и для тех, кому интересно, давайте, у меня рост 1,67 м. И вот готовая длина моей ручки. Сейчас скажу, сколько. Готовая длина моей ручки 62 сантиметра. И длина заготовки еще раз. Длина заготовки так четко 41 сантиметр. Ну, у меня, естественно, будет здесь еще донышко, но донышко не суть важности. В общем, 62 сантиметра. Так, посмотрите, я здесь специально сделала вот так побольше, чтобы потом перевернуть и прикрепить ручки. Это уже я буду делать на руках к основе, зацепляя только вот эту подкладочную ткань. Так, здесь я сделала. Затем беру подклад, еще раз проверяю. Размеры подклада должны полностью соответствовать размерам заготовки. Если у вас где-то чуть-чуть побольше, вот у меня здесь чуть-чуть побольше, я все подровняю. Если в длину побольше, то тоже надо подровнять. Ну, конечно, снизу подрезать. В длину у меня здесь все хорошо, а вот в ширину, посмотрите, насколько у меня подклад получается больше. С этой стороны лучше видно. Сейчас все так вот сдвину. Смотрите, здесь у меня прямо все вровень. И вот здесь у меня получается подклад чуть-чуть больше, на сантиметр. Это я убавлю. Все, дальше мои действия. Я беру лицевую сторону сумки, складываю с лицевой стороной подклада. Это когда я все выровняю. И прокладываю вот в этом месте строчку. Сейчас я сделаю на булавочке. Ну вот так. И вы увидите, что получится. Проложу строчку, и у меня получится вот такая большая длинная заготовка. Простите, камера у меня трясется. Вот такая большая длинная заготовка. Выглядеть она будет вот таким образом. С этой стороны подклад, с этой стороны лицевая часть. Сделаю две сразу таких детальки. Здесь у меня уже наколото. И дальше буду соединять их между собой. Тоже все очень просто. Сейчас покажу. Ну, предположим, что строчку я уже здесь проложила. Все у меня уже здесь красиво. Здесь я тоже уже строчку проложила, соединила подклад с лицевой частью. Затем я вот так соединяю эти две детали и прокладываю шов. Я соединяю... Ага, я неправильно положила лицевыми сторонами. Конечно же, все лицом к лицу. Вот так. У меня получается такая большая труба.
которую я буду прошивать с одной стороны полностью и с другой стороны полностью. Вот эти места я пока зашивать не буду. Хотя на лицевой стороне можно уже полностью проложить строчку. То есть край, низ, край. И у вас получится такая большая буква «П». Единственное место, которое я не зашиваю, это низ подклада. Ну, конечно, здесь я сначала все это вот так наколю булавочками, чтобы у меня все сошлось, обтачка с обтачкой. А здесь, чтобы у меня полностью сошлось подклад с подкладом, шовчик к шовчику. А здесь все сошлось. И когда я эту буковку П прошью, когда прошью вот эти швы, соединю подклад с лицевой стороной сумки, я вернусь к вам и покажу, что буду делать дальше. Свою заготовку я полностью прошила всю по периметру, и у меня остался не застрочен только низ подклада. Через это техническое отверстие я буду выворачивать сумку. И с ним я буду работать в самом конце, когда моя сумка будет полностью готова. Ну, подробно останавливаться на этом не буду, думаю, все знают. Сейчас я поработаю вот с этими швами, с боковыми. Высеку лишний синтепон, вот так разглажу пальчиками шов и на руках приметаю к основе, как я сделала и здесь. Затем я оформлю донышко, складываю работу вот таким треугольником. Смотрю, чтобы швы у меня полностью совпали. Затем в одну сторону откладываю 4 сантиметра, в другую сторону откладываю 4 сантиметра. Прошиваю, срезаю лишний уголок и тоже здесь оформляю боковой шов. Все, донышко у меня будет оформлено. Затем, после того, как я оформлю донышко, через техническое отверстие я выверну свою сумку. Оформлю подклад и еще закреплю вот здесь вот в боковых швах. Смотрите, у меня обтачка идет вовнутрь. И чтобы она тоже не поднималась вверх, я здесь сделаю шов. То есть я скреплю обтачку с основой сумки в боковом шве. Я здесь сделаю незаметную строчку, и она вообще не будет видно. Затем я немножко поработаю с молнией, ну, соответственно, оформлю донышко на подкладе и покажу вам уже полностью готовое изделие.
Работу над сумкой я полностью завершила. Вот так она у меня выглядит. Все у меня доделано. Сделала донышко. Посмотрите на донышке. У меня вот эти строчки, стежка, полностью сошлись. Затем нижний шов у меня полностью сошелся с боковым швом. И по поводу бокового шва, посмотрите, я сделала его таким образом, что у меня не нарушается стежка. Я вам говорила в начале ролика, когда я делала стежку, я сразу же рассчитывала, что этот боковой шов у меня будет в стежке. Но я надеюсь, вы меня поняли. Посмотрите, вот боковой шов, и стежка у меня продолжается, и здесь получается как будто цельное полотно. С одной стороны, с другой стороны, и, честно говоря, сшивать эти боковые швы было удобно, потому что уже есть линия, то есть уже была строчка, на которую я ориентировалась. В общем, девчонки, боковой шов совпал со швом на донышке, все швы совпали. Карман мне нравится, и теперь я покажу изнутри сумку. Вот так она выглядит. И сразу скажу по поводу большого кармана. Не зря я сомневалась. Когда сумка открывается, он вот так вот отпадает и мешается, неудобно. Поэтому надо было, конечно, сделать молнию, либо сделать карман меньшего размера. Но так как я молнию не сделала, и не хотелось мне делать липучки, кнопочки, я просто этот большой карман тоже разделила на две части, как и предыдущий. У меня получилось два кармана, которые поделены на две части. И сейчас при открытии сумки он сюда не выпадает. В общем, исправила я эту ошибку. Дальше я закрепила вот эту обтачку. Как и говорила, я проложила вот в этих местах боковых шов. Я сделала прямо аккуратно, шов в шов, и тем самым обтачка закреплена. Здесь ничего не видно, потому что сумка пухлая, и как раз попала шов в шов. Здесь все делается просто, получается все аккуратно. В общем, вот такие внутренности. Теперь по поводу молнии. Посмотрите, как я сделала молнию. Я сделала наконечники. У меня не было больших наконечников, пришлось использовать маленькие. Эти наконечники серебряного цвета, они полностью подходят под мои клепочки. Здесь ободок тоже серебряного цвета. Конечно, молнию можно было сделать прямо вровень с вот этими планочками. Но мне так неудобно застегивать и расстегивать сумку. Мне вот удобнее так. Этот кончик можно убрать, и тем более вот эти клепочки смотрятся, наконечники, неплохо. Держишь, закрываешь, открываешь. И даже вот в это место, скорее всего, я сделаю какой-нибудь красивый декоративный подвес. Есть здесь место для прошивания. Единственное, они чуть-чуть маловаты. Не было у меня в наличии более больших. И из тканей ограничителя мне тоже делать не захотелось. Я посчитала, что так смотрится намного интереснее. В общем, девчонки, вот такая сумка. Сумка получилась классная, аккуратная, удобная. Карман вот этот удобный, большой. Ручки мне тоже очень нравятся. Мне нравится, что я использовала вот эту малиновую, она даже какая-то алая малиновая стропа. Здесь мне тоже понравилось использование стропы. Ну, в общем, вот такая симпатичная у меня получилась сумка. Я очень довольна. Наверное, эту сумку я выставлю на продажу. Возможно, кому-то она тоже понадобится. Ну, а на этом я сегодня хочу с вами попрощаться. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И, девчонки, я работаю над очень интересным проектом. Это будет видео, в котором я буду изготавливать изделия. И в этом изделии будет несколько мастер-классов. То есть в одной работе я покажу несколько приемов в рукоделии. Вот так скажу. Поэтому, если у вас не включен колокольчик, то обязательно включите и не пропустите мое следующее видео. И я думаю, что вам оно понравится. Но сейчас я точно с вами попрощаюсь. Пока-пока. До встречи на моем канале. Желаю вам счастья и здоровья.